Ты теленок, я бычок. Ну, то есть это понятно, это все бред. Сегодня я хотел бы записать выпуск про русский рэп, а конкретно про русских рэперов, которых я слушаю или слушал, и которых могу вам порекомендовать, с которыми вы можете ознакомиться, если вам нравится такой жанр музыки. И, наверное, это мой любимый жанр музыки. Я слушаю рэп, не знаю, еще со школы, но раньше я слушал иностранный рэп, американский рэп преимущественно, и что-то пробовал слушать из русского, но тогда еще он был только в формате old school, да, только олдскульный рэп был, и ничего нового, ничего свежего, что я находил уже за границей, такого в России еще не было. Но вот где-то, не знаю, лет 5 назад, наверное, или 4 года назад я начал видеть новую школу в России, и тогда я полностью погрузился в наш рэп уже. Сейчас я не так много уже слушаю. Тем не менее, лучше рассказать мне про этих исполнителей вам сейчас, пока они не исчезли, да, потому что очень быстро меняется рынок, очень быстро меняются исполнители. Ну, в общем, давайте начнем. Да, транскрипцию вы найдете на Бусти и Патреоне. Там будет много неймдропинга, я буду неймдропить много имен, да, то есть упоминать много имен буду. И все это будет в транскрипции, все это будет в описании, также будет видеоверсия, думаю, тоже на Бусти и на Патреоне. Вот. А теперь давайте начнем. И первый исполнитель, которого я хочу вам порекомендовать, это Big Baby Tape. Это новая школа, и это исполнитель, с которого начался мой интерес вообще к русскому рэпу. Он начал свою деятельность еще в 2017 году, но я его услышал где-то в 19-м, в 20-м, или даже раньше, может быть, в 18-м, 19-м, 20-м. Вот, и он ворвался довольно ярко с своими альбомами Hood Rich Tales. Да, у него есть альбом, и у него есть альбом Dragonborn, да, с русским акцентом. Dragonborn, я последний даваки. Ice cold, ice baby, ice cream. Заливаю свое тело токсин, так сильно хочу пить и пару миль в этот длин. И это, ну, как многие считают, да, ценители рэпа и его творчества, это культовые альбомы. Ну, после этого была еще Бандана, тоже такой мощный, громкий альбом. 99 проблем, нахуй, 99 проблем. Ты не мой белый хоми, ты не мой чел. Чап в моих джинсах и еще мой член. Я гадаю с кем, я гадаю с гэнгом. Я был в Барселоне, мы там свегали с Олегом. Сука, what's up? В чем дело? Не ебать, сука, если она не слева. Но, в общем, чем интересен этот исполнитель? Как я сказал, это новая школа, и Big Baby Tape использует много англицизмов. То есть он читает на таком забавном миксе русского и английского. То есть половину слов и половину сленга я вообще не понимаю из того, что он там читает. Но это просто забавно, это весело. И почему мне вообще нравится именно новая школа? Потому что она, не знаю, там больше веселья, больше приколов и больше какого-то свежего звучания, чем то, что было раньше. Вот, например, могу выделить двух исполнителей из старой школы, которые популярны в России. Это Баста. Под гнетом свинцового купола, в центре бесцветного урбана, дорогой, которая выбрана, туда, где встретим последний рассвет. Sunshine. И он до сих пор, кстати, выступает и пишет музыку. И Гуф. Ice, ice, baby, я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ну а пока что я здесь, и я в рэпе, и я тебя люблю, слышишь? Ice, baby. Вот, возможно, вы о них слышали. Это родоначальники вообще русского рэпа и самые популярные люди из старой школы. Там, да, что-то более такое серьезное, старое звучание. Если вам нравится такой рэп, более классический, то можете послушать Басту или
Гуфа. Я могу порекомендовать такую песню «Респект тем, кто с нами», не помню, по-моему, она так называется, забавная, я ее тоже слушал, когда, не знаю, в школу ходил еще. Нагану задира, даже разбитый в хлам не ухожу с ринга, довел своей сатирой критиков до тика, дырки строчат на меня дисы под копирку. Вот, и, конечно, такая знаковая фигура в русском рэпе — это Тимати. Наплевать, что говорят вокруг, мне хорошо с ней, только с ней. Ну и что она от коктейлей видна, в этом клубе на бис, где танцует стриптиз. Многие скажут, что он не рэпер, скажут, что он бизнесмен, но, в принципе, все, кто занимается рэпом, бизнесмены, потому что они зарабатывают деньги, но Тимати тоже внес свой вклад, то есть он видел какие-то тренды на Западе, приносил их сюда, и долгое время русский рэп был таким, то есть он был подражательством каким-то, и он был чем-то кринжовым, то есть вот почему его многие люди не любили и не любят, потому что якобы вот на Западе там настоящий классный рэп, а у нас это какая-то подделка, у нас это все, ну, человек еще и понимает, о чем читают, да, и это звучит тупо в рэп-музыке, как правило. Ну, в общем, Тимати, да, у него есть такие забавные песни, как «Welcome to Saint-Tropez». Было тесно и душно в жаркой столице, прощай, Москва, я приземлился в Ницце. В клубе, когда мы в клубе. Когда мы в клубе, чиксы танцуют, пусть город знает, с кем он тусует. Встречайте прямо из Москвы. Тимати и диджей Дли. Ну, то есть это тоже прикольно, то есть можно под определенное настроение это послушать, но в целом, конечно, он делает музыку такую, если можно сказать, без души, то есть коммерциализированную максимально, то есть в своих клипы он вставляет кучу рекламы, но можете тоже послушать, если вам интересно, что было раньше, что было 15 лет назад в русском рэпе, вот это Баста, Гуф, Тимати, конечно, куча еще имен, там АК-47 и так далее, более нишевые ребята, но вот это 3 основных. Так вот, возвращаясь к новой школе, да, я послушал Big Baby Tape 4 или 5 лет назад. Следующим исполнителем был Кизару. Хорошая работа, Олег. Ты спросишь, что мы пьем, Snoop Desert Eagle. Сиропа где-то литр, давно устал от этих игр. Могу быть джентльменом, могу быть словно дикарь, как Илья Лагутенко в этой песне утекай. И они, кстати, вместе с Big Baby Tape сделали альбом «Бандана». Можете его послушать, за него реально не стыдно, то есть это крутая очень работа. Загадаю рейв с новыми ключами, группе и стаканы, что мы делаем ночами. Я провел на займе 5 ночей, 5 дней. Не звоню тебе, но со мной все окей. Я не о паре, я не думаю о ней. Но мне этот лед сделает меня холоднее. 5 ночей, 5 дней. 5 ночей, 5 дней. И да, когда слушаете музыку, старайтесь смотреть в текст и переводить все незнакомое. То есть даже если это бред, даже если там куча всякого мата и сленга, все равно что-то полезное можно там найти, и будете слышать лучше распознавать речь на русском, потому что вы слышите и видите текст. Я, по крайней мере, всегда так делаю, когда слушаю что-то на английском или на других языках, смотрю в текст. Вот. Ну, это возможность узнать такой еще разговорный язык и такой уличный язык. Так вот, Кизару. Кизару — это тоже новая школа, это тоже один из первых людей, который начал делать новую школу в России. Что-то особенное не могу сказать, то есть он единственное, что делает такую серьезную типа музыку, и он себя позиционирует как такой серьезный чел, он делает серьезный рэп-гейм, вот это все, ну, для меня это смешно просто, потому что понятно, что это все ради развлечения, и это все такое дело не прям серьезное, но вот он на таких серьезных щах это все читает. И тут сразу же вот как раз-таки про веселье, про стёб, про вообще кайф. Тут я хочу упомянуть Моргенштерна. Возможно, вы уже слышали о нем. Это когда-то был самый популярный рэп-исполнитель еще года 2 или 3 назад. Ну, возможно, и сейчас. Я сейчас уже не особо слежу. Но тогда он шумел из машин, ты постоянно слышал Моргенштерна. Они хайпанули, выстрелили с песней «Кадиллак». В
2020 опять же, потом у него был фит с Тимати, где Тимати читал уже в стиле новой школы. И да, Моргенштерн мне нравится тем, что он просто кайфует, он не воспринимает это серьезно, у него смешные какие-то панчи. Ты теленок, я бычок. Ну, то есть это, понятно, это все бред, и невозможно это воспринимать серьезно, невозможно требовать от этого исполнителя и вообще от рэп-исполнителей серьезные какие-то строки, серьезные смыслы. Но вот Моргенштерн, он из-за того, что был таким популярным, и из-за того, что он упоминал наркотики в том числе, у него возникли проблемы в России, и ему пришлось покинуть Россию. Он жил в Дубае, сейчас он опять куда-то уехал, в Дубае тоже у него возникли проблемы. Короче, персонаж интересный, в общем, можете послушать, я думаю, вам будет интересно. Следующий исполнитель — это Фейс. Нам не выжить без смеха, прям как без русского мата. Мой отец КГБшник, а моя мать с автоматом. И мои дети солдаты карательных батальонов, а мои братья блестители наших темных районов. И Фейс тоже очень интересен, я бы даже сказал, что это мой любимый исполнитель, вот если судить по тому, как часто я переслушиваю альбомы, вот именно альбомы, не отдельные песни, а альбомы. Например, такой альбом, как «Искренний». Я стяну с тебя катон, вещи падают на пол. Я смотрю в твои глаза, мне смешно. В этом мире я никто, даже ты не хочешь быть со мной, но мне так все равно. Новый вышел альбом, я покажу на экране. У тебя привлекательна даже тень. Я хочу лежать в твоих белых коленях. Фейс интересен тем, что он поменял свой образ. То есть еще в 17-м году, в 18-м он был типа таким рокером, у него были длинные волосы, он читал про «Я роняю Запад», читал про «Как будто это бургер». Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Это было забавно, то есть понятно, что сложно это воспринимать старшему поколению, да, но если ты воспринимаешь чуть-чуть попроще это, то, ну, почему бы и нет. Вот, но потом он стал скучным, он стал серьезным, и он стал уже делать что-то более серьезное такое, осмысленное, побрился на лысо, и это грустно, потому что, мне кажется, одно другому не мешает, то есть ты можешь быть веселым, ты можешь веселиться, вытворять дичь, и при этом быть умным. Но если вы хотите послушать что-то более осмысленное, если вы такой интеллектуал, и вам нужна пища для ума, то вы можете послушать Оксимирона. Ой, да заберите дом, ой, да поселитесь в нем, ой, да подавитесь в нем, а мы пересоберем. Приманка — это я-то, чертели сверх идей. Говорят, начни с себя, я убил в себе империю. Но у него, да, такие очень осмысленные строки, у него очень много умных слов в его тексте, у него, в принципе, много текста в его треках. Дон ли Волга ли течет, котомку на плечо, боль в груди, там тайничок, открытый фомкой, не ключом, сколько миль еще, перелет коробки был не в счет, долгий пыльный час, фургон набит коробками с мерчом. Поэтому, да, вы можете, опять же, для изучения языка лучше, наверное, использовать треки Оксимирона. Вот. Ну и также касательно культовых таких исполнителей, популярных, это Скриптонит. Тебе не нужны такие отношения. Я не уверен, что ты сможешь обеспечить продолжение. Я люблю тебя так же сильно, но есть другие предложения. Я верю в твое дело, но я сомневаюсь, что ты сможешь изменить положение. Смотри, теперь мой каждый день как день рождения. Он из Казахстана, и он был очень популярен еще даже чуть ли не 10 лет назад, ну не 10, ну, наверное, с 15 года он появился. Да, он большой вклад внес в рэп-культуру, он экспериментировал, и да, подробное, кстати, описание истории каждого исполнителя вы можете послушать на канале Broken Dance, но я вам хочу дать именно свое впечатление об этих артистах. Я тогда не слушал Скриптонита и начал его слушать последнее только время, и, ну, последние там пару лет, и мне нравится Скриптонит тем, что у него такая
пацанская музыка, такая мужская музыка, то есть музыка для пацанов, которые с низов поднимаются, добиваются чего-то, вот. И, например, когда я был в Казахстане, я слушал Скриптонита, тоже можете послушать, один из главных вообще исполнителей, если говорить о рэпе. Еще один исполнитель, который очень интересно читает, который использует интересные русские обороты, это Бульвар Депо. Что мне снег, что мне зной, что мне жал, что мне гной, что мне радость, что мне боль, что мне делай, что я ой, что мне эй, что мне ой, что мне кипиш, что со мной, что мне тобой, что изгой, вся моя клика со мной. Уже мы идем от таких популярных к менее популярным, к менее известным, но тоже мне нравится его музыка, мне нравятся его тексты. Еще один исполнитель, который показывает реалии России, реалии такого района в России, это Хаски. У него такие более грустные, депрессивные треки, но он тоже интересная фигура в рэпе, поэтому я хотел его включить. Также из новой школы должен упомянуть OG Budu. Мешают табак и зеленые листья. Мешаю тебе жить, я знаю, ты злишься. Майота. Опа, не слушай, что только не соврет толпа. Тут только мы выпиваем меня залпом, чтобы все удивлялись, как же я написал так. Сможешь ли ты быть таким, слишком плохим для тебя? И смогу ли я перестать быть таким? Вот эти ребята, они очень похожи на самом деле, они делают современное звучание. Я их услышал впервые на фите с Моргенштерном, то есть Моргенштерн меня познакомил с ними. Приходит, кажется, большие цифры. Не суицид, но кручу, чтоб убил. Это успокаивает мои нервы. На ремиксе молодые. Я легендарен, будто Винни Черчилль. Я очень богатый, но, пожалуйста, купи мерч. Фараон. Также вообще один из тех людей, который начинал русский рэп, начинал именно новую школу. Я врубаю Daft Punk, крутит мне план. Покидаем клуб, в руке Савиньон Блан. Отлип от ее губ, залипаю в экран. Я кидаю деньги в воздух, ты поймаешь их сам. И сейчас он менее активен, но вот последний его альбом очень интересный. Там много отсылок к русской литературе даже, и там много смыслов, много умных слов, да, то есть если вам нужно послушать что-то не только про флекс, но еще и про какие-то смыслы, при этом это новая школа, то можете послушать Фараона. Я открыл Клико в апартаментах, нас тоже. Нужна токсичность, нужна тактичность. Следи за языком, когда говоришь про меня. Про меня. Ну и, конечно, Яникс тоже делает уже давно рэп, уже давно этим занимается и пробует также себя в новых жанрах. Во дворе есть гольф, есть фонтаны. Это мы два туза, с нами три дамы. Никаких, но дай тот самый. И я сейчас не понтуюсь, это все жанр. Я пошу всем моим хейтерам Хана. Типа как Чиф Киев, нам не фрихана. Ну и, конечно, стоит упомянуть Егора Крида, который сначала делал такую музыку более попсовую. Открывай глаза, спящая красавица. Поцелуй меня, ведь нам это нравится. Победи моей, эта ночь останется. Очень жаль, что это был сон. Ты буди, 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 пока крутишь бигуди. Потом начал делать очень качественно рэп. Мое сердце не телефон, но ты легко можешь разбить его. И да, то, что он сейчас делает, обычно это становится очень громким. Короче, Егора Крида признали в рэп-тусовке, тоже его стоит упомянуть. Так, что еще? LJ. Девочка пятница не хочет быть сегодня одна. И сначала, когда я слушал треки LJ, я не понимал, как это можно слушать вообще, то есть у меня было очень снобское такое отношение, но потом я просто по-другому начал смотреть на рэп, не как на классическую литературу, от которой ты ожидаешь высокого языка и смыслов, а как просто на музыку. И тогда вот потихоньку, помаленьку я начал слушать
в том числе и LJ, но не сказал бы, что это мой любимый исполнитель. Вот. Ну и, конечно, стоит упомянуть девушек, да, девушек-исполнителей. Первая — это инстасамка, да, это примерно как Моргенштерн, только... Она тоже читает всякую грязь, ну, по крайней мере, начинала с этого, и потом она начала делать что-то более попсовое, без мата, и тогда она стрельнула и получила еще больший охват и популярность. За деньги, да, за деньги, да. Ну вот, тоже можете послушать. Также, конечно, Дора. Также Maybe Baby. И образ у нее тоже интересный. Ну и, конечно, Дора. Ну, Дора — это вообще не рэп-исполнитель, хотя у нее что-то было. Но она часто делает фиты вот с исполнителями, которых я упомянул, поэтому можете тоже посмотреть, изучить. Ну и напоследок хотел упомянуть еще двух исполнителей, которые не так популярны, о них почти никто не знает, но которые мне очень нравятся. Первый — это Rich Cheesy. Окей, твою мать, твоя фура на снег, с твоей дуры нас нет, оффлайн, нахуй свет, окей, как так, нахуй тусы аскеты, 3-2 раз, оффлайн, ред свет, окей. Современное звучание, такие приятные биты, мощные. Ну и смысла там тоже особо нет, это просто репрезент, флекс и так далее. И Космотур. Начало все откровенно, и я хочу тебя любить так сильно. Мы всегда доверяемся моменту, буду любить тебя внутривенно. Космотур, вообще, мне кажется, мало кто прям его знает, но это тоже очень приятное звучание. Вот, они похоже звучат на самом деле. Ну и да, конечно, вы можете услышать всех этих исполнителей у меня в плейлисте. Я создал специальный плейлист на ютубе, где собрал русский рэп. И почему я именно хочу транслировать рэп? Потому что, когда я учил языки, я искал именно такую музыку, я не мог найти. Я находил что-то старое, я находил какой-то рок, какую-то попсу, но вот именно рэп я не находил. И мне хотелось поделиться тем, что мне интересно, что мне нравится. И мне кажется, в России и вообще в СНГ, в постсоветском пространстве этот жанр активно развивается. В общем, переходите, слушайте. Да, спасибо всем тем, кто поддерживает проект. Переходите, получайте транскрипции. Очень много времени на это трачу. Объясняю сложные слова, делаю вот этот словарь, который, несомненно, вам поможет еще лучше понимать. Ну и также жду вас на уроках, если хотите обсуждать музыку, если хотите получать какие-то рекомендации от меня, то записывайтесь, будем все это обсуждать и буду вам рекомендовать что-то. Все, всем спасибо, всем хорошего дня и увидимся. Пока-пока. Камера скрыта, мы с тобой крыты, сняты запреты, мы раздеты. Нам уже нечего больше терять, все повторится опять. Обыденный вид, нарочитый быт, волокита ломала меня навзрыд, бил копытом. Такая добрая грусть, еще чуть-чуть, я точно свихнусь. Да что ты делаешь, ли? Под децибелом предел твоего крика. Ты тихо, ты дико остынь. Это не прихоть, прости, мои запросы просты. Мне нужна только ты. Человека исправит боль и могилы, а миром правит любовь и дебилы. Что свято верят в нее, прости Всевышний, но я в ней умышленно. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня?
Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Как нам друг без друга прожить и дня? Капкан, ты самый опасный для меня. Для меня, для меня.